представляете, что это за чудо-кошка. Сейчас осваивает все просторы. Надо везде залезть, надо везде все посмотреть. Надо везде все потрогать, пощупать. Да, морковка? Она уже давно не морковка, она становится хвостиком. Как хвостик везде лазит, 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 что-то ковыряет, везде залезть надо. В компьютере помочь, мышку поймать, где-то там еще. Да? Да, подружка? Короче, это маленький геморрой уже давно, а не морковка. Так, ладно, чудо, иди гуляй. Так, тут ты еще не была, да? Тебе бриться вообще по рангу не положено. Ты девочка плюс кошка. А я вам про что говорю? Вот такая она и есть. Все, дуй. Всем привет, дорогие друзья, дорогие подруги, здрасте. 1 мая закончился, как и стрим. Все-таки определенная польза от стримов есть. Нет, нет, да и кому-то и поможешь. Вот, к примеру, Федор Березнев. Были у человека сомнения по поводу 41-й головы, но, во-первых, он попал на стрим, во-вторых, на стриме он нарвался на Дмитрия Дорохина. Если кто еще не знает, мало того, что Димыч живет у нас в тайге, так он еще искренний. Вот всеми фибрами души отверженный фанат 41-й головы. Он вернулся в мир Тэшек совсем недавно, попробовал Роквелл, говорит, что мягкое, не его. А как только взял 41-ю, влюбился по самое не балуй, по самую маковку. Сейчас его от 41-й головы, ну, поганой лопатой не отгонишь. Это во-первых. Во-вторых, он совершенно случайно где-то что-то там, связи помогли, международные связи у него тоже есть. Нашел 41-ю голову до 2011 года. Сейчас эта голова идет к нему. Чем это знакомство закончится, я пока только гадаю. Но почему-то мне кажется, что должно быть что-то интересное. Взрыв. Так вот, за Федора Березнева. После стрима он тоже побрился 41-й головой. Впечатление, ребята, масса. Человек в культурном шоке. Ну вот, как-то так. Польза облицо. Кверти написал. Ждем следующее антикризисное бритье, в котором приветствуется освещение технологии сбивания пены из хозяйственного мыла в кружке с помазком из 1000 мелочей. Но 1000 мелочей я не найду помазок, у нас там не продается. Хозяйственное мыло? Ну да, почему можно? Почему нет? Можно. Но если уж за антикризисное бритье, то есть варианты и менее драматичные. Совсем недавно было в Ашане, ребята, чтобы вы знали, что я там увидел, я вообще просто обалдел. Ну ладно, Руби, они за 49, по-моему, или за 40 рублей за пачку продаются, хай с ним. У Ашана это иногда бывает. Наша Рапира Платинум просто вот так вот лежит за 12 рублей пачка, бери, не хочу. Станков не нашел никаких. Зато интересные вещи появились, например, тот же самый стик для бритья от Нивеи. Я не знаю, насколько он эффективен, но судя по тому, что его даже в рекламе используют, видели, сейчас он по телеку показывает, мужик вот с таким хлебальником, там за кого-то болеет, ну и, как всегда, знаете, если нужно что-то показать, там стик от пота или еще что-то, все люди почему-то ходят с зарытыми руками. Я в этот момент тихо млею и думаю, господи, а памперсы, что с задранными ногами все будут ходить? Ну вот, короче, мужик стоит в душе, болеет, руки поднимает, и пока он чирикнуть не успел, стиком пробегают там и одноразовым станком. Ну, жилет лучше для мужчины нет. Вот, короче, попробовать стик этот было бы интересно. Кто пробовал, может, уже отпишитесь. Не о том хотел сказать. Антикризисное же бритье у нас. Ребята, я удивлен. Фактура тара у крема знахарь для бритья не поменялась. Но на моей памяти он раньше стоил что-то в районе 35 рублей. Сейчас же я его за 15 увидел. И я просто в шоке. Реально. Смотрите, один крем знахарь 15 рублей. Пачка лезвий Рапира 5 штук 12 рублей. Вот 27 рублей вы уже потратили на бритье. Там же помазки лежат, по-моему, за 30-40 рублей. Если этот можно как-то анонсировать, не анонсировать, а провести знак равно между 1000 мелочей. Ну вот за 50 рублей еще помазок. Получается, ну 75 рублей вы уже на бритье потратили. Что такое 75 рублей? Это что? Это 2,5 булки хлеба. Ну, в нашем регионе. Там осталось станок найти, и все. Вот вам антикриз. Нет, если интересно, скажете, я в следующий раз в Ашане буду, возьму все это дело и покажу. Кому нахарь за 15 рублей не интересно, тем более он уже был на канале.
Ну, давайте хозяйственное мыло 72%, а почему нет, тоже вариант. Но почему-то мне кажется, что это будет где-то недалеко от армейского бритья, как-то вот так. Алексей под видео с армейским бритьем оставил свой комментарий, который, честно сказать, меня и удивил, и обрадовал, что люди так умеют, и ввел в некоторое состояние непонимания. Как так? Как так в принципе можно? Что он пишет? Интересно, конечно, но, например, у меня среднее время бритья Т-обратным станком минута 7 секунд. О, минута 7 секунд. Несколько раз засекал, так как было интересно, и при этом я не тороплюсь, даже немного себя сдерживаю при секундомере, чтобы результат был более-менее достоверный. Странно, вот опаской примерно столько и выходит, как в обзоре. Лех, ну что я могу сказать? Ну ты крут. Джеймс Бонд. Блин, ну за минуту ты 3 прохода по 30 секунд. Какой 30? Это получается 22-23 секунды на один проход. Очень сильная подозра, что у тебя там не 3 прохода. Насколько хороша подготовка, если на все про все уходит минута 7. Ну, скажем так, твой комментарий и порадовал, и создал кучу вопросов. То есть вот хотелось бы получить ответы в идеале, просто посмотреть, как ты это делаешь. Вот так просто. Ну, а если так без объяснений, то первое, что в голову лезет, это забили на подготовку, как в армейском, просто смочили лицо, потом что-то там навозюкали, и в один проход против шерсти сжах. Ну, если так, да, минута. Ну вот, короче, вопросов дофига, ответов. Вот расшифровал бы ты свой комментарий, было бы здорово. Антон М. Это наш новичок, который входит в Т-образное бритье, и у него сейчас некоторый момент непонимания с рапирой. Он взял недорогую рапиру пластиковую и сейчас вот с ней пытается разобраться, вернее, как он думает, он уже разобрался и решил идти дальше, искать что-то другое. Послушайте. Вот есть вопрос. Купил попробовать для начала рапира в Ашане с таким же лезвием. Ощущение, что он больше дерет, а не бреет. Не пойму, то ли лезвие тупые, то ли угол атаки очень тупой. Если помните такую бритву, то подскажите, куда двигаться дальше. 2 раза побрился, 1 раз против шерсти, не резался. Щетина у меня как наждачка 80. Ну, в общем, очень жесткая. Ключевое. Куда двигаться дальше? 2 раза побрился, 1 раз против шерсти. 2 раза побрился, куда двигаться дальше? Антон, да никуда тебе не надо двигаться. Рапира великолепный, очешуительный станок для наработки платины, техники. Он несет сам в себе ряд обременений, которые будут тебе доставлять неудобства, но поначалу это даже еще и хорошо. Как то? Ну, ты говоришь, неудобная ручка. Ну да, есть маленечко, но с другой стороны он легкий. Он легкий, а тебя это будет заставлять лишний раз себя контролировать, чтобы не давить. Потому что легким станком легче всего начать давить. Это первое. Второе. Ты купил станок, купил лезвие. Побрился 2 раза, ты его понял, куда двигаться дальше. Но если ты этот темп сохранишь, то уже, наверное, к концу следующего года ты поперепробуешь все станки. Ну, так, наверное. Я уже 100-500 раз говорил, могу повторить 100-500 еще раз. Возьми как можно больше лезвий, ёпа мать, сколько раз вам говорить, пацаны, вы уже просто, блядь, вот взять линейку, как по партии, блядь, стоять ровно, смирно, уши развесьте, слушайте! Почему вы не слышите? Повторяйте матчасть, мать вашу. Чем больше лезвий ты возьмешь, тем больше вариантов ты сможешь опробовать, потому что каждое новое лезвие, которое ты будешь вставлять в свой станок, неважно какой, эту рапиру или какой-то другой, пофигу. Каждое новое лезвие будет приносить тебе каждый раз новое бритье, совершенно. Станок твоя постоянная, это константа. Лицо щетина, номер 80 шкурка, твоя константа постоянная. Лезвие переменная, подготовка щетины переменная, мыло переменная, жесткость воды, не знаю, насколько она у тебя переменная, но в некоторых регионах может быть тоже переменная. Меняя каждый раз какую-то из этих переменных, ты будешь получать совершенно другое бритье.
А ты 2 раза побрился и уже все понял. Ты попробуй хотя бы лезвия другие поставить. Что ты на одних, как туда-сюда, туда-сюда. Ты рапиру Platinum пробовал? Ты Нивею тоже свою, Ниву тоже самое пробовал. Какие-то другие, может быть, по интернету заказывал. Ты в Ашане был, ну посмотрел бы еще там что-то. Возможно, там еще какие-то лезвия есть. В Ашане нет. Зайди на ближайший рынок, который торгует всякой кишкотней. В одном из ларьков наверняка ты найдешь еще кучу лезвий. 2, 3, 4, 5, может больше наименований. Возьми их и попробуй с ними. Все поперепробуй. Но это все потом. Это все ну его на. Это завтра. А сегодня сядь, пожалуйста, и посмотри с 1 по 15 видео на канале. А еще 87 видео. А потом куда двигаться дальше. У тебя нет ничего. У тебя нет опыта. У тебя нет практики. У тебя нет знаний. У тебя бешеное, дикое, необузданное желание. Это хорошо. Это здорово. Но то, что я перед этим сказал, знания, они нужны. Без знаний будет так себе практика. Возьми хотя бы поучи маленько видео, посмотри. Это же не картошку грузить, это же не цемент на хребте не таскать. Это просто сесть и потратить там, ну не знаю, полчаса времени, выжимку какую-то сделай сам для себя. На рапире можно долго бриться. Есть люди, которые бреются месяц, 2, 3, а есть, которые вообще с нее не уходят. А ты 2 раза побрился и уже все понял, куда двигаться дальше. Я уже не говорю о том, что если бы ты посмотрел с 1 по 10 видео, там, ну, по 12, ты бы вообще сейчас еще до сих пор брился по шерсти. Потому что форсировать это ты себе хуже сделаешь. Это один из вопросов будет в будущем о бритье против шерсти. Куда торопиться? Куда спешить? Ты уже сам для себя сделал выбор. Ты ушел с кассетников, ты пришел в тэшки. Так делай все по уму. Что ты там ты? Не надо ягозить, не надо мельтешить. Медленно спустишься с горы и медленно выбреешь всю щетину. Вот и все. Не торопись. Не торопись и посмотри пару-тройку лишних видосов. У тебя вопросов в разы уменьшится. Но если ты все-таки хочешь куда-то идти дальше, ты уже все созрел, ты уже... Мой ответ, ты знаешь. Я его уже говорил 100-500 раз. Мульон. Ну и извини меня, что я так вот сейчас вот забомбил, потому что я больше чем уверен, я вот сейчас вот этим станком у всех перед лицом машу, завтра придет видео человек и задаст тот же самый вопрос. Да что ему смотреть, когда проще спросите, ему тут же ответят, правильно? Ну вот как-то так. Я уже этих видосов, в которых вот просто приди и ты сразу знаешь все. Оно не одно, не два, не три, не пять. Почему вы их не смотрите, ребят? Очень интересный вопрос. Я очень боюсь, что настанет тот момент, когда просто придется игнорить эти вопросы, потому что, ну, сколько можно? Это ж как-то какие-то пределы должны иметь. Вот как раз этот вопрос, за который я говорил, чище карма задает. Эх, я как посмотрю, что вы против щетины бреетесь, аж в пот бросает. Как это у людей потом нет раздражения? Ну, тут много всяких вариантов. Начнем с того, самого основополагающего, что все человеки разные. Есть люди, которым не пришей, вообще ничего не надо. Он водой сбрызнул, взял там скребком, который, я не знаю, там жвачку с пола скребает, содрал и пошел дальше. Ну, вот такая у человека кожа, такая щетина. Но это неплохо, не хорошо, это так есть, это данность. А есть такие, что он будет и подготовку всю проводить, и примочки, и компрессы, и душ, и то, и все, и пятое, десятое. А потом, когда начинает бриться, он только станок лицу покажет, лицо уже сразу раздражением идет. Ну, это я утрирую, конечно, но это факт. То есть у всех разная щетина, разная кожа, разная чувствительность, толщина щетины, угол ее роста в конце концов. Есть щетина, которая просто вот так вот стоит и все. На, бери меня. Как ты меня хочешь? Спереди, сзади, сбоку. Я тебе по-всякому дам срезать себя. А есть такая, ах ты сука, ты опять пришел, раз так вот выстрелилась. Ну ты попробуй меня вначале подними. Ты там в ее, а я тут полежу, посмотрю на тебя. То есть она вдоль тела растет, вот иди ее подними. А даже после того, как ты поднимешь, там еще пара-тройка геморров она тебе припасет, возьмет, да растет под кожу. Ну, не смертельно, но приятного-то тоже мало чего. То есть вот, начиная с этого. Следующее. Привыкание
Привыкание самой кожи, потому что каждый раз, допустим, делая зарядку, вы определенную группу мышц развиваете, вы не даете им застояться, а наоборот, не по пути деградации, а прогресса. То же самое с лицом, когда вы бреетесь, то есть каждый раз, когда вы бреетесь, тем или иным предметом, там, допустим, Т-образным станком, просто кассетником, там, опаской или еще чем-то, вы воздействуете на свою кожу. Когда вы делаете это первый раз, для кожи это вновь, потому что она никогда доселе такого раздражения не испытывала, и как бы там, ты чё творишь, я жить хочу, и какие-то возможные реакции могут быть. Когда вы второй раз это делаете, она думает, блин, ну как он меня достал, опять с этой херней приперся, ты не можешь без этого, что ли? Ну если ты не можешь, ну ладно, только аккуратней, давай вот так вот. Когда вы в третий раз вот, заходите с тем же самым инструментом, когда вы бреетесь, и, блин, ну вот так, ну это старый вроде, ну ладно, пойдем там что-то. А в третий, в пятый, в десятый они уже вообще настолько привыкли друг к другу, что и перестают замечать, при условии, что вы соблюдаете технику бритья и не совершаете каких-то необдуманных, глупых поступков. То есть, как-то, знаете, слишком тупой угол задать, и это не будет уже бритье, это будет скребок. Были такие случаи, то есть человек реально не мог найти общий язык с инструментом, а оказалось, что у него слишком тупой угол был. Для того, чтобы этого избежать, поиграйтесь, попробуйте побриться от нижней гарды. То есть поставили станок перпендикулярно на нижнюю гарду, наклоняйте до тех пор, пока не почувствуете, что лезвие коснулось вашего лица. Попробуйте побриться от верхней плиты. То же самое, просто берете станок несколько наоборот. Не так его ставите, как я вам только что сказал, а ставите его на шляпу, на верхнюю плиту. И наклоняете до тех пор, пока не почувствуете лезвие. Это и будет бритье от верхней плиты. В той или иной позиции, допустим, вы поставили такое лезвие и поставили такое лезвие. У вас такой длины щетина и такой длины щетина. У вас сегодня такой станок, а завтра такой станок. Играние от верхней и от нижней плиты всегда может приносить разные результаты. В какой-то момент вы можете понять, что, блин, так от гарды лучше нет, вообще хорошо, вообще замечательно. А в другой раз будете бриться от гарды, но не получается, но не идет. Так попробуйте от верхней. Очень даже может быть, что еще от верхней выстрелит. И когда вот это все полностью сводите воедино, то есть люди, которые поперек не бреются вовсе. Они бреются сразу против. Да, есть такие. И вполне себе. Вот что касается меня лично, практически на каждом бритье я бреюсь разными инструментами, разными лезвиями. Ну, для обычного человека в обычной жизни это ненормально. То есть, ну, стопудово схватил бы раздражение. Да, у меня поначалу что-то там такое было, а потом дальше больше, и все, и привык. И сейчас, по идее, ну да, бывает что-то время от времени, но чего-то такого криминального, ну нет. То же самое могут сказать парни, которые бреются каждый день. Вот он просто надо ему, но у него выбора нет. И он бреется каждый день, и тупо бреется. Ну, полнедели, неделя, полторы-две. Все, привык и уже нормально. Но это не отменяет того, что каждый раз будут приходить люди и спрашивать, а как же бриться каждый день, а как это делать, а вот та-та-там, та-та-там, та-та-там. То есть вот человек всегда находится в поиске, всегда он что-то ищет. Ну, вот так вот и бреемся против шерсти. Это сообщение от Романа. Помните, как-то давным-давно я вам показывал сообщение от Ивана Чеканкова, что он искал для себя инструмент для бритья и напоролся на парочку звездолетов, которые, ну, объявление вывешали о продаже. Говорят одно, делают другое. То есть, когда до продажи доходит, люди элементарно спрыгивают и линяют. А тут совсем недавно вот Роман прислал сообщение, недоступенко, о том, что в принципе-то Иван Чеканков не одинок. У Романа была точно такая же ситуация. Вот посмотрите, я вам сейчас приведу эту переписку. Суть всего этого. Человек дает объявление, вступает в переписку, общение. Когда доходит уже до горячего, человек просто спрыгивает, исчезает. Потом убирает старое объявление, вывешивает новое и поступает точно так же. Романа бомбит. И меня тоже. Но я не могу объяснить смысл существования этого человека. Вот чем он занимается, вот что он делает. Он выставляет на продажу тот лот, который он никогда не продаст. Ему это не важно.
Вопрос, если ему это не важно, тогда что ему важно? Это больной человек или что это? Или что это? Или он ждет того самого, который придет и скажет: так, давай, короче, я тебе сейчас бабоса закину, а ты мне там что-нибудь засылай. Может, это кидалово обыкновенное? Что это такое? Ребята, а может, это заговор? Потому что Роман и Иван, они оба военные, оба летчики. Масоны? Блин, а вы что думаете? Надо подумать об этом. Ребята, это лишний раз подтверждает то, что козлы есть везде. Ну, кто-то может сказать: почему, что ты сразу ругаешься, Вадим? Может, ты просто не понял человека. Ну, так объясните мне тогда, как так можно? То есть выходить, говорить А, когда тебе приходят, говорят: ну слушай, ну нормально у тебя А что там Б? А он, ну это как? Это даже не анонизм, это что-то другое. Так что вот, ребята, будьте осторожны. Я специально вот это все вывешиваю, специально попросил Романа, чтобы он все это прислал. Вдруг вы будете на Авито или где-то там еще и нарветесь вот на такого перца, вы хотя бы будете предупреждены, хотя бы будете знать, чего вам ждать в ближайшем будущем. Вернее, чего вам не ждать. Вам ничего не ждать, вам ничего не светит. Володя Степанцов. Такое, вот как-то интересно так получилось. Во-первых, почти с языка снял, во-вторых, думает то же самое, что думаю я, но выразил с другой стороны и иначе. Вот послушайте. Вадим, помнится мне, что ты французскую опасную бритву брал себе, и вроде как тебе она очень понравилась. Тебе совет: не делай из нее шлюха. То в одни руки, то в другие, а то некрасиво получается. Надеюсь, что ты меня правильно поймешь. Я там Владимиру ответил, что я его понял правильно, это он меня не понял. Так в чем же меня не понял Владимир? Я объясню. Вот эта бритва, это то, что прислал Илья Галков. Историю попадания на канал я уже объяснил. То есть был розыгрыш, Илья ее выигрывает, это, по-моему, 18, 19 или 20 приз был. И по прошествии какого-то времени Илья понимает, что все-таки это не его инструмент. И к его чести, ну, честь ему и хвала, потому что, ну, это не какой-то чепушило. Это серьезный взрослый человек, это уже состоявшийся мужчина. Потому что он понимает цену этому инструменту. Он так и написал: Владимир, я не хочу, чтобы она лежала так, без дела. Давай я тебе, говорит, вышлю, а ты там уже что-нибудь придумаешь. Вот так эта бритва обратно вернулась на канал. Это та самая бритва, которая была одна из 3 от Константина Радаршар. Володь, ты маленько перепутал. Моя красавица, французский клин, который мне понравился, она никуда не ушла, она со мной. И я хрен ее кому отдам. Понимаешь? А теперь, что касается ГГ групп, или как она вот называется, вот сейчас, вот, к сожалению, не помню, вот тут на экране сейчас наверняка появилось. Так вот, как только мы с Ильей списались, у меня первая мысль в голове была, что больше никаких розыгрышей-то не будет. И я даже не буду делать объявлений в том плане, что, ребята, кому нужна опаска, обратитесь. Потому что, если скажи я так, есть определенная вероятность, что напишет человек, который также не совсем еще уверен, нужна ему опаска, не нужна, ну а попробовать хочется. И вот эта вот неопределенность, я не против ее, это нормально, это хорошо. Только до конца уверенные люди, они не часто попадаются, и, как правило, ничем хорошим это не кончается. Сомнение, оно всегда бывает. Но я не хочу, чтобы это касалось этой бритвы. Я хочу, чтобы она попала в заведомо нужные руки. В заведомо руки человека, который уже знает, что это такое, уже знает, как с ней обращаться, и уже прекрасно понимает, нужна ему опаска или нет. Почему-то именно таким человеком мне показался Владимир Степанцов. И я думаю, что я не ошибся хотя бы по тем комментариям, которые он оставил. Никто же практически ничего про опаску не сказал, а он сказал. Почему я решил, что вот хочу предложить Владимиру Степанцову эту бритву? Потому что не так давно, в пределах где-то 1,5 недели, под одним из видео он оставил комментарий, что не все в его жизни было так, как сегодня. Была у него своя коллекция опасок. К сожалению, жизнь индейка вывернула так, что на сегодняшний день у него нет этой коллекции. И по сути человеку приходится начинать все сначала.
Володь, ты не всегда прямым языком выражаешь свою мысль, иногда я тебя просто не понимаю. Но это не отменяет того, что ты человек, который в бритье разбирается. И это не отменяет того, что если, вот допустим, у меня на сегодняшний день есть возможность помочь тебе, просто чтобы твоя коллекция начала снова возрождаться. Возможно, это будет маленький камешек, который мы сейчас с тобой вместе с горы вот так вот тыркнем, а через какое-то время там вот такая охренительная лавина будет, и там уже будет не одна опаска, там вот 100-500 опасок. Вот когда это время будет, ты мне, пожалуйста, что-нибудь там тоже зашли. А сегодня давай и я тебе зашлю. У меня к тебе предложение. Я хочу, очень хочу, чтобы ты связался со мной, дал мне свой адрес, и я тебе вышлю эту опаску. Как ты верно заметил, из хорошего инструмента не надо делать шлюху. Надо, чтобы он работал, чтобы он радость приносил, чтобы это, но это не кассетник. Что я объясняю? Ты сам все понимаешь. Поэтому, Володь, если ты скажешь нет, такое может быть. Если ты скажешь нет, я пока никому не буду предлагать эту опаску, я буду думать. Я ее отдам только тому, кто знает, что с ней сделать, и который с ней будет обращаться, как она того заслуживает, и пустит ее в работу. Я вот хочу, чтобы она попала такому человеку в руки. Вот сейчас, как к такому человеку, я тебе и обращаюсь. Свяжись, пожалуйста, со мной, дай мне свой адрес, и я тебе вышлю эту красотку. Я знаю, что у тебя нет камней, как ты говоришь, чтобы там что-то сделать. Слушай, ну, если ты тут кем себя назвал, и на самом деле у тебя были опаски, и ты в них разбираешься, то ты же знаешь, что камни это не единственное, чем можно с такой красавицей обращаться. Ну, в конце концов, это один вариант. А второй вариант, ну, появится опаска, а как уж камень появится, он появится. Но это уже там небесной канцелярии будут прописывать. Мысли же, ты сам знаешь, они материальны. Поэтому будь ласков, Володь, свяжись со мной. Я очень хочу, чтобы она была у тебя. Ну, это вот что касается твоего комментария. Дмитрий Платахин написал такой необычный комментарий. И, честно сказать, я даже не знаю, как на него реагировать. Но, по сути, человек провел хорошую работу, офигительную работу. И он посмотрел на всем нам известный предмет с той стороны, с которой мог-то посмотреть каждый, но не сделал этого, а он сделал. Посмотрите. Секрет помазков Мюлле раскрыт. На фото 1 яки пчелка. Ворсинки двух типов, прямые и волнистые. Соотношение 1 к 1, толстые. На фото 2 мужской материк. Ворсинки двух типов, прямые и волнистые. Соотношение 1 к 1, тонкие. На фото 3 Мюлле. Ворсинки 3 типов, прямые, толстые, волнистые, толстые и прямые, тонкие. Соотношение 2, 1, 1. А где мой черный чемодан? Я не сдамся без бою. О! Мы голову ломаем, а человек исследования проводит. Я не знаю, насколько это соответствует действительности. Возможно, тут что-то как-то нужно еще проверить. Возможно, что-то тут надумано. Возможно, что-то передернуто. Но мне почему-то кажется, что Дмитрий очень интересный момент нашел, в котором по-хорошему-то было бы действительно здорово разобраться. Кто-то скажет: слышь, Иванов, ну у тебя этих поводков, как у дурака махорки, так вот иди разбирайся. Ребят, попробуй, не обещаю, но попробуй. Но во всяком случае, вот я специально сегодня комментарий Дмитрия Платахина показал и фотографии. Возможно, кому-то это принесет какую-то дополнительную информацию и пользу. Так что, ребят, ну вот, Димыч прям красавчик, молодец. А все. Это был крайний комментарий на сегодня. Парни, не будем тянуть больше морковку за хвост, кота за хвост. Бритье. Ну а вам всем добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Дай вам Бог здоровья. И пускай всегда-всегда все будет хорошо. До новых встреч. И да, Антон, ты извини, я тут пошумел маленько. Ну, реально просто ты торопишься. Не торопись. Рапира не самый лучший в мире станок, но это не самое днище. Точно так же, как лорд, к примеру, металлический. Это как учебная парта. Это, знаешь, вот сейчас вот молодежь такого не знает. А раньше, когда в школу приходишь, были специальные деревянные парты, у которых вот под наклоном вот так все было, и откидывалась доска. Их не случайно такими делали. Они формировали у первоклассников осанку, правильно сидеть, правописание. Ну вот почему-то я вот именно сейчас об этом вспомнил. Вот лорд и рапира — это одни из таких станков.
Как-то так. Ну все, хлопцы, давайте. Бритье, пошел готовиться бриться. Сейчас будем бриться.